Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске я покажу, как делать сладкие кружева. Как всегда, напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Итак, для массы нам понадобятся вот такие ингредиенты. Замачиваем желатин и оставляем, чтобы он набухал. Соединяем в толстом сотейнике кукурузный крахмал и пудру. Смешиваем. Добавляем сюда воду. Так, теперь вот эти сухие ингредиенты нужно хорошо смешать с водой. Крахмал у нас имеет свойство комковаться, поэтому нужно очень тщательно смешать, чтобы вот была такая гладкая жидкость, без комочков. Вот посмотрите, дно у нас чистое, комочков нету, значит все замечательно. Теперь добавляем сюда сгущенное молоко и также хорошо смешиваем до однородности. После этого ставим на средний огонь. Теперь уже никуда не отходим, потому что нам придется постоянно помешивать, смешивать вот эту массу, чтобы она не подгорела и чтобы у нас все получилось. Вот как только оно начинает нагреваться, добавляем сюда желатин и смешиваем. Теперь можно убавить огонь до минимального. Варим вот эту смесь на очень маленьком огне, чтобы не пригорело. Во время процесса эта масса станет понемногу густеть. У нас будут появляться вот такие комочки, но это ничего страшного. Со временем эта масса полностью загустеет, и комочки, как бы вот эти все большие крупные комочки, они разойдутся. У нас получится такая масса, похожая на густую сметану. Этот процесс где-то у меня занимает минуты 4, где-то до 5 минут оно вот варится. Вот здесь такой маленький нюансик. Смотрите, вот как мы видим, что масса загустевает, она вот становится такая однородная, вот такой вот плотности. Смотрите, как на экране. Вот держим еще полминутки и убираем с огня. Не нужно остужать, вот сразу после этого добавляем следующие ингредиенты. Масло. Я использую пальмовое, но можно взять кокосовое, не имеет значения. Сироп глюкозы можно заменить патокой, либо инвертным сиропом. Добавляем еще одну порцию воды. И в конце добавляем СМС. Видите, у меня такая хорошая щепотка. Это немного меньше, чем полграмма. Вот, теперь после этого я немножко смешаю лопаткой. И если буду работать миксером, то оно все будет слишком разбрызгиваться по столу. Вот сначала лопаткой, а теперь берем миксер. Взбиваем несколько минут, останавливаемся, соскребаем все к центру и пробиваем еще миксером еще раз. В гибком айсинге должно быть полное отсутствие комков. От этого потом будет зависеть наше изделие. Как вы видели, мы будем работать с очень тонкими кружевами, поэтому нам нужна очень гладкая масса. После миксера проверяем. Вот если вас устраивает, вы видите, что нет комков, все хорошо, значит можно работать с такой. Но я бы советовала для стопроцентной гарантии пройтись еще ручным блендером. Вот, проверяем. Посмотрите, я прямо покажу на лопатке. Масса очень гладкая. Все хорошо разбилось, все хорошо получилось. Как на меня, замечательно. Вот теперь на этом этапе вот я отбираю для окраски темных тонов, а остальное окрашу в белый цвет, чтобы кружева были такими ярко-белыми. Прямо сюда добавляю диоксид титана и пробиваю ручным блендером. Так будет быстрее.
Все, это готовый айсинг, с ним можно работать. Но его нужно обязательно держать под пленкой, потому что он имеет свойство подсыхать, а нам это не нужно. Эту часть, как я говорила, сейчас окрашу в черный. Я использовала гелевый черный краситель от Americolor. Айсинг окрашивается чудесно в любые цвета. Я использую водорастворимые. Для демонстрации, чтобы показать, насколько действительно качественный вот этот гибкий айсинг, я выбрала одно из самых сложных оттисков. Взяла такой сложный силиконовый коврик. Он достаточно большой, и узоры на нем такие очень мелкие. Посмотрите, как хорошо он ложится. Вот так выглядит крупным планом. Также этот айсинг подходит для любых других силиконовых вайнеров, либо молдов. Вот сделаю еще такое ожерелье, чтобы потом сравнить, что из него получается. Хочу обратить ваше внимание, вот эти все изделия, они разные по весу, по размеру, и сушиться они будут по-разному. Для ускорения сушки можно также использовать фен, либо духовку. Я использую фен, просушиваю феном минут 5, но, конечно, не берем высокую температуру, градусов 60, 50, 70, и после этого оставляю в помещении. Там через полчаса опять 5 минут просушиваю и опять оставляю в помещении. Таким образом, вот, к примеру, такой силиконовый коврик может подсохнуть за час, за полтора, то есть достаточно быстро. Но, в принципе, понятно, что здесь нужно учитывать толщину и размер изделия, которые мы сушим. Чем тоньше кружево, и если оно вообще маленькое, то сохнет быстрее. Чем крупнее, тем дольше будет сохнуть. Приблизительно от часа до 8 часов. Нужно учитывать, какая погода, какая температура в помещении и каким способом вы высушиваете. Такие большие изделия снимаем с коврика аккуратно. Сначала я отгибаю по краям, можно даже со всех сторон. Так аккуратненько, а потом уже подтягиваю к центру, потом с другой стороны, чтобы наше изделие осталось полностью целым и нигде не повредилось. Так как здесь очень нежный и тонкий узор, вот с этим именно ковриком нужно аккуратно работать. Ну вот, посмотрите, какая у нас красота получилась. Вот, демонстрирую, ни одного дефекта, полностью целое кружево. Все отлично получилось. И представляете, вот это все можно кушать. И, кстати, вот этот гибкий айсинг достаточно вкусный. Еще покажу, как сделать золотые кружева. Вот я окрасила в такой цвет, даже не знаю, как он правильно называется, чем-то напоминает цвет золота. Делаем все то же самое. Высушиваем, вытаскиваем кружево. И сначала я прохожусь влажной кисточкой. Кисточка у нас должна быть мягкая. Увлажняем сначала кружево. И после этого сразу золотым кондурином растираем кондурин. Вот в итоге у нас получается такое золотое кружево. Такие кружева можно приготовить заранее и хранить в пищевой пленке и в контейнере. Скатываю в рулончик, заворачиваю в пленку так, чтобы не уходила влага. И теперь такое кружево ставим в холодильник. Оно может стоять минимум 14 дней. До месяца точно может стоять. Массу гибкого айсинга можно также хранить в холодильнике. Обязательно под пленкой, чтобы не уходила влага. В холодильнике до 7 дней. Также можно замораживать на длительное время, но уже в контейнере. Ну что ж, в принципе и все. Надеюсь, что этот видеоурок был для вас полезным. Напоминаю, что вся нужная информация и рецепт находится в описании под видео. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Впереди еще будет много интересных выпусков.